Когда компания Benelli представила свой первый круизер 502C, то было множество возмущений, поскольку его дизайн считался вопиющим грабежом священного Ducati Дьявол. Производитель даже оснастил его почти соответствующей колесной базой в 1600 мм, что придало ему длинную и низкую посадку. Но, как показало время, Benelli не напрасно выбрала мотоцикл, который стал чем-то вроде иконы современного стиля. Это дало свои плоды, и 502C стал довольно популярным не только в Европе, но и во всем мире. А главная причина его популярности — это, конечно же, цена. Желающих купить настоящий Ducati Дьявол очень много, однако позволить себе его даже самую бюджетную версию за 22 тысячи евро в Европе могут единицы. Benelli 502C, похожий на мечту, стоит более чем вдвое дешевле, около 10 тысяч евро. Разработанный в Италии командой инженеров Benelli во главе с менеджером по исследованиям и разработкам Стефано Микелотти, но изготовленный Guangzhang на его современном, хорошо оборудованном заводе в Китае, 502C оснащается тем же двигателем, что и Benelli TRK 502X или Ancina 500. Это параллельная двойка объемом 499 кубических сантиметров с форматом коленчатого вала 360 градусов. То есть оба поршня поднимаются и опускаются вместе, как на классических моделях Norton или Triumph Twin. По словам Микелотти, при выборе коленвала 180, 270 или 360 градусов выбор пал на последний вариант, чтобы обеспечить большую гибкость, лучшую производительность на низких оборотах и более индивидуальный звук. Эта силовая установка выдает 47 лошадиных сил максимальной мощности на 8500 оборотов в минуту и 46 ньютон-метров крутящего момента на 6000, тем самым подпадая под европейскую лицензию А2. Из-за немалого снаряженного веса в 220 кг мотоцикл от 0 до сотни разгоняется около 6 секунд. Максимальная скорость 160 км в час. За основу мотоцикла была взята трубчатая стальная решетчатая рама от TRK 502X и полностью изменена геометрия шасси, чтобы обеспечить гораздо более длинную колесную базу в 1580 мм, чем 1520 мм у TRK. Частично этого удалось добиться за счет изменения наклона нерегулируемой 40-мм перевернутой вилки, обеспечивающей ход колеса 135 мм. Сзади установлен трубчатый стальной маятник с расположенным по центру моноамортизатором, который обеспечивает 125 мм хода колеса и регулируется только по преднатягу. Несмотря на это, подвеска хорошо настроена с завода и обеспечивает уверенную управляемость. А гигантский бак в 21,5 литр и невероятно низкий заявленный расход топлива в 4,2 литра теоретически обещают запас хода в 500 км, что весьма достойно для любителей неспешных путешествий.
За торможение отвечают два 280 мм диска с четырехпоршневыми радиальными суппортами спереди и один 240 мм диск с двухпоршневым суппортом сзади. ABS уже в базе. Вся подвеска и тормозные системы производятся Quanjiang в Китае, как и двигатель в целом, а также рама, колеса, кузов и даже фары. Benelli 502C ездит на легкосплавных 17-дюймовых колесах, которые обуты в резину Pirelli Angel GT. Вызывает только вопрос, почему сзади была установлена узкая 160 мм шина, хотя сюда больше по образу подходит 180 мм, которая особо не повлияет на характеристики мотоцикла, но смотреться будет лучше. У оригинала так вообще стоит 240 мм баллон. Несмотря на сильную схожесть с Ducati Diavel, Benelli добавила несколько собственных элементов дизайна, и некоторые из них довольно причудливые. Возьмем, к примеру, светодиодную фару, форма ходовых огней которой напоминает маску. А набор задних стоп-сигналов включает в себя один в задней части сиденья, который высвечивает название производителя. Как бы то ни было, 502C хорошо смотрится с большинства ракурсов и привлекает массу внимания и любопытных взглядов. Что касается оборудования, то здесь практически ничего нет. Нет выбора режимов езды и никаких других электронных помощников водителя. Имеется разве что полное светодиодное освещение, а также цветной TFT-дисплей, на котором, правда, отсутствует подключение по Bluetooth.